Всем привет! В этом видео продолжим эксперименты с гидравликой и багги-трактором. Как я и говорил в прошлой части, нужен редуктор между насосом и двигателем. И лучшим вариантом будет использование КПП-атаки. Момент будет передаваться через привод, и можно будет выбирать редукцию с помощью передач. Перед тем, как ее установить на свое место, нужно заблокировать дифференциал. Иначе насос не будет крутиться, момент будет передаваться на свободный второй привод. Выбрали самый простой способ блокировки с помощью заварки сателлитов. Теперь можно все собрать и соединить коробку с двигателем. Быстрее бы победить этот снег, а то уже работа над багги-трактором затянулась. Вообще на модернизацию нашего багги меня вдохновили не только горы снега, но и недавнее обновление в World of Warships с крутыми апдейтами и улучшениями. Во-первых, в ветку крейсеров Паназии добавили аж целых 6 новых кораблей для раннего доступа всем игрокам. Я уже заценил их и скажу, что некоторые из этих драконов меня сильно впечатлили. Главный калибр может и не самый мощный, всего лишь от 113 до 152 мм, но зато очень быстро перезаряжается. Прямо пулемет на воде получается. А если вовремя подрубить дымогенераторы, которыми оснащены все новые крейсеры Паназии, то можно делать такую мясорубку. К тому же у паназиатских крейсеров самое эффективное ПВО, так что авики держите свои истребители подальше. Во-вторых, теперь в режиме случайных боев можно катать на суперкораблях. Особенно порадует тех, кто давно хотел их затестить. И это я еще не рассказал об асимметричных боях, предсражениях и о многих других улучшениях и доработках. Да и зачем, когда гораздо интереснее заценить мир кораблей самому, скачав игру бесплатно по ссылке в описании и забрать крутые подарки. Пора в бой, командиры! Хорошо, что я оставил у себя все элементы сцепления, как знал, что могут еще пригодиться. Также нужно обязательно сделать крепление коробки, чтобы не получилось как в тот раз. Стартер установлю новый, так как прошлый был изменен под предыдущую конфигурацию. Теперь можно проверить сборку. Все крутится, а значит следующим шагом нужно приварить штангу привода к шестеренке привода от МТЗ. Штангу проточил на токарном, чтобы после сварки не было биения. Вставил привод на свое место и приварил кронштейн для насоса напротив коробки. Включил первую скорость для проверки вращения привода. Биение отсутствует, а значит можно все собрать и проверить работу. Думаю, теперь двигатель справится с НШ-насосом. Чтобы масло не вытекало с коробки, заткнул отверстие вторым приводом и закрепил его через кольцо на кронштейне. Собрали все на скорую руку, так как быстрее хотелось проверить работу гидравлики. Сейчас коробка стоит на первой скорости, передаточное число 1 к 4. При этой редукции оборотов не хватает для насоса. На второй скорости это 1 к 2 насос заработал, но этого все равно недостаточно. Далее поставил третью передачу, это 1 к 1, если быть точнее 1 к 1,3. Вот это получается оптимальная передача для НШ-насоса и двигателя. Кстати, он не напрягается и не глохнет, как в прошлый раз. Но по-прежнему не хватает потока, чтобы заработали сразу две гусеницы в противоположных направлениях. НШ-16, как оказалось, не хватает с его 30 литрами в минуту. Но есть определенный прогресс, двигатель не глохнет, это уже хорошо. Нужно попробовать увеличить масляный поток, для этого взяли НШ-32, он уже на 60 литров. Для него нет привода, и его нужно делать самим. Шлицевая часть на него подходит от кардана классики, садится прямо идеально. Мне нужна только сердцевина, уши срезал на станке. Для того, чтобы разместить на ней два подшипника, удлинил деталь муфты и проточил ее под посадку подшипников. Держаться все будет на плите, прикрученной через проставки. А корпусом для подшипников будет случайно попавшаяся под руку деталь от шруса 41-го москвича. Застопорю подшипники с помощью части пыльника от того же шруса.
Установил насос на свое место, но соединил уже через полноценный укороченный привод с двумя шрусами. Они будут компенсировать любую неточность при сварке. Сразу пришла в голову еще одна идея – это разделить потоки. На каждую гусеницу поставить свой насос. Так как есть второй свободный привод, к нему подключим второй насос НШ-16. Будет два независимых потока на 30 и 60 литров. Одна гусеница будет крутиться быстрее. В дальнейшем это можно отрегулировать с помощью регулятора потока или шарового крана. Для второго насоса поставили свой распределитель, места в кабине стало еще меньше. Ставки повышаются, интересно, как поведет себя гидравлика. Наконец-то удалось повернуться на месте, потока хватает на 2 гидромотора. Двигатель легко справляется с двумя насосами на третьей передаче, напомню, что это 1 к 1. Непонятно пока, почему он глох в предыдущей части с одним насосом. Так как освободилось одно место на распределителе, можно установить на него гидроцилиндр для ковша. Для этого на навеску приварили кронштейн. Длина штока у цилиндра 400 мм, ее вполне хватит для опрокидывания ковша. Защелки ковша нужно спилить, они уже не нужны. Подключили шланги к цилиндру и проверили его работу. Все готово для уборки снега, нужно одеваться потеплее и выезжать на тракторе во двор. Вроде все работает, и мощности на тот момент казалось достаточно. Попробовал подняться без расчистки на сугроб, но трактор просто уперся в снег и дальше не поехал. Двигатель не глох, но гусеницы стояли как вкопанные. Вот тут-то, конечно, случился дикий тильт, и руки просто опустились. Такого просто не могло быть, где-то что-то пропускает, явно такая мощная установка должна работать лучше. Нужно померить давление в системе, в пике оно должно быть около 200 бар, столько выдают НШ-насосы по паспорту. Подключили в разрыв манометр и померили давление. Давление оказалось в районе 45 бар, меньше в 4 раза заявленного. На распределителе есть клапан, который отрегулирован, как оказалось, под минимальное давление, а не на максимальное, как уверяли продавцы. Закрутили его полностью до упора, тем самым исключив его из системы. Застопорили гусеницу трубой, так как полы скользкие и не получалось померить нормально давление. Давление прилично поднялось до 150 бар. Последнее, что может быть не так, это нехватка масла, так как насосы соединены через тройник, и каждый тянет на себя одеяло и никому не хватает. Для каждого насоса сделали свою подачу и обратку. Также подключили дренажи к моторам, чтобы не выдавило сальник с валов. Вот теперь давление в пике получилось 210 бар, и гусеница с 32-м насосом получилась реактивная. Есть смысл убрать скорость с помощью редуктора, тогда-то уж точно момента хватит подняться на любой сугроб. На очереди новый тест с полностью раздушенной гидравликой. Стало намного веселее, но все равно немного не хватает, гидромоторы нуждаются в редукторах. Накатал себе подъем и все-таки смог подняться на сугроб. В этот день была плюсовая температура, и снег просто держал гусеницы. Слишком большая площадь получилась у гусениц, да еще и грунтозацепы из уголков сильно мешают повороту. Развернуться получается только по накатанному. Все-таки готов признать, в этот раз снег победил, и пора заканчивать эксперимент. Но еще хочется, пока не вернули баги в свое первоначальное состояние, попробовать цепные редуктора. Звездочки и цепь взяли от мотоцикла Иш. Конструкция баги не позволила нормально этого сделать, рычагам не хватает жесткости, их гнет и слетает цепь. Теперь можно сказать, мы попробовали все, или почти все, и можно возвращать баги в сток. Переделали все за 2 дня. В первый день сняли гидравлику и установили коробку. Во второй поставили подвеску и колеса, поменяли все жидкости, включая антифриз. Также в коробке заварили редуктор, теперь баги легко уходят в дрифт.
Задние тормоза пока не стал подключать, теперь на снегу можно делать бернаут. И если подвести итог по проекту с гидравликой и разобрать все плюсы и минусы, как оказалось, минусов нет. Хотя к минусам можно отнести время, но оно потрачено с пользой и получен новый опыт. Жирный плюс то, что у меня теперь есть полный комплект гидравлики, с исключением мелочей. Пусть лежит в коробке, может быть к следующему сезону получится установить ее на самодельный бортповоротный погрузчик. Да и думаю, цены как обычно вырастут, а у меня уже будет полный комплект гидравлики. Ну и еще баги вернули прежний вид, в котором он уже и останется. На сегодня у меня все. Всем спасибо за поддержку и ожидание других проектов. В скором времени они будут тоже выходить. А пока всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, подпишитесь на канал, оставляйте свои комментарии. Увидимся в следующих проектах.